Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз, а также цыганский старинный пасьянс. Так что ж там по судьбе? Что случится, что произойдет, мои дорогие, до конца зимы? Давайте узнаем. В течение 2 месяцев, январь и февраль, то есть именно до конца. Я должна сказать, что я часто связываю все то, что с нами сейчас происходит, с планетарными транзитами. И тут на первую скрипку играет Уран. До 4 февраля Уран в обратном движении. Уже с 4 он переходит в прямое, и значит, как-то дела, мы можем так теоретически надеяться, либо пойдут на лад, как минимум, что-то может ускориться. Или какая-то путаница шаг за шагом тоже может проясняться. Вот давайте и будем смотреть, так как же изменится ваша жизнь, как изменится ваша реальность. Что происходит вот прямо сейчас, или, может быть, это как те события, которые, ну, вот где-то у вас, мы говорим часто, на пороге, да, или, может быть, это произошло днями раньше, я такое вот допускаю, но каковы тенденции? Вот именно, что же там проясняется, что же там меняется? Рассмотрим подсказки карты, допустим, альтернативные варианты. Я не исключаю, что, может, и правда какая-то откроется, но помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот что вам выпадет, давайте узнаем. Карты пасьянса, они нам о событиях. Именно тех событиях, которые как спешат на наш порог. И, может быть, с чего это начнется, да? Или какие сферы жизни для вас наиболее актуальны будут именно в период январь и февраль. Смотрим, с чем будут связаны события вашей жизни, или, может быть, в чем-то вам доведется принимать важные решения. Иногда у нас бывает так, что мы планируем одно, а тут коррективы вносит жизнь. Тут, судя по всему, есть какая-то корректива, закрытый путь. Но это закрытый путь, знаете, можно трактовать ведь по-разному, правда? Это вы сами. Тут как будто, да, вот смотрите, маска, но разделяет именно одна карта. Может быть, это вы чей-то хитрый план, кстати, распознаете. Или вы узнаете что-то, может быть, и предчувствовали, да, у вас сейчас как раз интуиция так немножко обострена. Все события жизни складываются именно так, чтобы вас, ну, научить доверять самому себе. И если прежде что-то вы брали на энтузиазме голом, ну или на импульсе, на каком-то штурме, да, потому что вы сильные люди, а вот здесь нет. Наверное, с позиции умный в гору не пойдет. Он эту гору обойдет или скажет: да ну я эту гору, ну зачем я туда вообще пойду? Я такое тоже не исключаю. От чего-то вы можете сами отказаться. Потому что либо нецелесообразно, либо разгадайте какую-то игру и скажете: нет, это раньше бы меня в это дело вовлекли, или я бы сам вовлекся или вовлеклась, а тут как-то вы будете более прозорливы. Ладно, смотрим дальше. Что же там за события спешат на ваш порог? Правда, вы куда-то не пойдете, не отправитесь, и будете весьма этому довольны и рады, потому что есть какая-то радость, потому что, может быть, и дело кто-то, мы все-таки мы разные, будем реалистами. А, Хоть объединяет один знак зодиака, а все же мы все разные, правда, судьба у каждого своя. Но я тут именно вижу увязку, да, может быть, даже у кого-то банально. Собирались ехать вы, а приедет к вам человек. И стало быть, и вопросы ваши так потихоньку решаются, но и вам куда-то так вот себя тормошить, быстро собираться, торопиться куда-то, как будто не нужно. То для вас, и в принципе у нас время такое, когда ничто не происходит случайно. Поэтому вот то это точно. Доверяйте судьбе, мои дорогие. Люди, события, новости, все то, что вы слышите, это не просто так, абстрактно. Видимо, придется почаще анализировать, это правда, потому что один путь закрывается, и тут же тебе открывается, Овен, совершенно другая дверь. Вот то, что я сказала по первым значениям, вы на самом деле можете понять бессмысленность вашего участия в чем-либо, или когда выводы вы делаете по части отношений, я этого тоже не исключаю. Неважно, какого рода там отношения, рабочие,
бизнес или, может быть, это у кого-то личная жизнь. Вот смотрите, мало что радость, так еще и исполнение желания. А это корабль, это символ Меркурия, один из символов. И перемен. Поэтому все то, что нужно. Овен правильно расставляет по местам, закрывает те двери, которые уже, ну, все, прогресса, перспективы в каком-то деле нет. И целиком и полностью ориентируется уже на какие-то новые свершения. Может быть, вы и будете шаг за шагом что-то завершать. Вообще, хочется сказать, в этот период вы словно управляете сами своей жизнью. И даже если, допустим, от восприятия вас люди воспринимают определенным образом, у вас якорь выпал, вот все то, что я сказала, подтверждает это значение. Может быть, вы и будете готовы сломать как какой-то шаблон, потому что вы можете для себя, знаете, как правду такое открыть, что я прежде много раз на что-то соглашался или соглашалась, и, боже мой, сколько же я там дров самой себе или самому себе наломал, или какие грабли нашел, а дело обстоит совершенно по-другому. Мне просто не надо было, ну, как-то в чем-то участвовать. Вот тут, знаете, вы как разграничиваете, что целесообразно, а что нет. И у вас сразу от этого прогресс и перемены, ну, наверное, вот и жизнь с правильной ноги. И якорь завершает наш пасьянс. Значение подковы — семейное счастье. Решение вопросов дома, например, семьи. Конечно, это и домочадцы тоже. В целом гармония во взаимоотношениях с любимыми, об этом говорят. Но, может быть, это у кого-то вопросы, которые касаются родственников. Может быть, и далеких каких-то родственников. Тут вам придется тоже что-то решать. Я этого не исключаю. Но в конечном итоге ведь для вас это все прогресс. То есть вам зачем-то это нужно. Ну вот есть здесь и, может быть, деловые некоторые темы, дела, и они у вас так не продвигаются как-то, знаете, наскоком или синкопой. Нет, тут планомерно, вот так вот размеренно как-то жизнь подводит и итоги, и где-то карта, точнее, значения. Вот если перед вами, как вот по замку, словно одна дверь закрылась, а вот может быть такая подсказка, не надо в чем-то упорствовать. Может быть, это именно какая-то тема подходит к концу. Ну, быть, наверное, реалистом не помешает, потому что иногда мы на чем-то настаиваем, уверены, что нет, вот тут должен быть прогресс. Но судьба, нам кажется, иногда играет в прятки. Просто мы чего-то не видим, а на самом деле для нас это уже не перспективно. Пока я с вами говорила, мои дорогие овны, просмотрела, что мы можем еще соединить, и я не вижу больше совпадений. Поэтому давайте продолжим. Детализируем, что, какие события произойдут, что случится до конца зимы. И мы построим наш прогноз следующим образом. Мы будем рассматривать 3 сферы жизни. Это личная жизнь, сфера финансов и сфера ваших достижений. И мы достанем по 2 карты. Первая карта будет означать, что происходит прямо сейчас, да, или то, что может произойти со дня на день или днями раньше, и каков прогресс. То есть, а что же прояснится в конечном итоге до конца зимы? Или что случится, как изменится, может быть, ваша жизнь, причина и следствие. Вторая карта — это сфера финансов, да, что происходит, или ваше состояние, может быть, финансовые, какие-то вопросы, которые вы обдумываете прямо сейчас, или где-то это вот-вот, на пороге, как мы говорим, да, и как это изменится, что прояснится до конца зимы. И сфера ваших достижений, у кого-то работа, у кого-то просто ваши планы, у кого-то и документы, я такое тоже могу допустить. Кто-то учится, но вот это опять же прямо сейчас. И каковы перспективы, что же там изменится до конца зимы. Первая карта. Так вот, что же прямо сейчас? Да, и это мы берем любовь, личная жизнь, паж мечей. У кого-то могут быть темы детские. По пажу мечей, ну, тут, знаете, кто-то может заниматься именно ребенком. И разные, конечно, для этого причины. Может быть, кто-то, ну, как в детский сад, да, кто-то в школу, какое-то дополнительное образование.
Или пусть это сведения, известия от ваших взрослых детей, что дети там как-то меняют свою жизнь, и вы тоже можете в этом участвовать. Или вы как сообща, каким-то образом, может быть, это вы кому-то помогаете, да, из детей, и вы здесь тоже можете, ну, как через взаимодействие, да, или через какие-то новости поживить это вестники. Тут может быть именно даже весть, которая связана с дальним родством, да, вот тут перекладывайте личная жизнь. И мы меняем словно направление по этой карте. Да, мы меняем. Более того, кто-то из вас, ну, плюс-минус, мы все в разных позициях. Кто-то будет как раз искать правду, истину, потому что по этой карте мы можем изменить как бы направление, именно потому что какую-то правду мы и узнаем. Давайте и с чем это связано? Посмотрите, какое-то ускорение до конца зимы. Вот эта карта в некоторых колодах карта трансформации. Причем доброй трансформации. Это как вот эти добрые перемены. Но и одновременно ускорение. Поэтому до конца зимы вы точно в какой-то теме личной жизни. Может быть, она связана с учетом того, что выпало по арканам пасьянса, да, вот эта подкова. У кого-то касается непосредственно, может быть, поездки, переезда, приезда к вам или смены места жительства, или обмена, купля-продажа, тут у кого что. Вот, видимо, то, что у вас сейчас в любом случае пока не движется по личной жизни. Вот давайте так подведем итог. Или какая-то информация, которую вы вот-вот получаете, может быть, она все переворачивает с ног на голову. Может быть, конкретный человек, вот этот закрытый путь. И, скорее всего, даже если какая-то история зависла, поверьте, до конца зимы тут как прогресс, какой-то прорыв будет. Это точно. Давайте достанем среднюю карту и так, а что же там прояснится? Может быть, это и неожиданности, может быть, это вы в чем то точку даже поставили, да? Что же тут будет продолжено? Ну, будьте готовы к тому, что либо вы сами тут что-то по личной жизни видоизменяете. Если, опять же, Паш, у кого-то детские вопросы, неважно, сколько лет вашему ребенку, но тогда тут ситуация улучшается. Вот тут какая-то личная история абсолютно точно с прогрессом со знаком плюс происходит. Вот так вот в целом. А вообще достаточно мелкие карты, мои дорогие. То, что вам сейчас может даже казаться какой-то, ну, глобальной проблемой. Поверьте, ведь часто по пажу мечей это мы вот сейчас находимся в таком, знаете, как ежики состояние, потому что мы можем не доверять кому-то. Мы можем понимать, что сейчас какая-то обстановка или тягостная, или какая-то беспросветная. Вот я такое допускаю. Ведь почему Паш Мечей принимает решение как будто сменить направление? А потому что движения в чем-то нет. Но я не могу сказать, что весь триплет нам говорит, что само по себе, вот именно на январь возьмем, да, или начало февраля, оно вот прямо как-то, ну, как прорыв какой-то будет, или резко что-то будет развиваться. Нет, тут более такой спокойный ритм. А вот к концу, вторая половина февраля, тут некоторые процессы могут ускориться. Причем за счет каких-то внешних событий они как подталкивать вас будут, или это может быть связано с какими-то возможностями, сменами, переменами, да, ну, может быть, и правда тут, или меняются и ваши решения, решения человека, может быть, возможности открываются. Ведь восьмерка жезлов– это возможность. Кто-то получает вашу важную бумагу, потому что по этой карте именно какая-то бумага, документ, который тоже для вас очень важное значение имеет. Он, как знаете, новая точка отсчета. Вот для кого-то проиграется и так. Поэтому, если вы ждете, что быстро получите какую-то бумагу, ну, тогда будьте реалистами, мои дорогие. Что-то может и так вот идти со скрипом. Но, тем не менее, вести придут добрые. А то, что вы видите вот так вот, как ежик, да, так немножко колюче. Ну, хорошо по этой карте искать правду, а не просто вот мы расслабились, хотя расслабились- это не про овнов, это факт. Вы деятельные люди, это я знаю точно. Поэтому тут, скорее всего, даже какая-то правда не помешает выяснить, да, прояснить, чем дышит человек, или если что-то предлагается, или чьи-то там идеи, например, то мы тоже не бросаемся в эти идеи, даже если это где-то нас так словно всколыхнуло, зацепило. Нет, Овен становится более продуманным в течение зимы. А что же по финансам? Что прямо сейчас? Кстати, вы можете кому-то отказать. Вот кому вы долгое время помогали, может быть, это именно потому, что
Ну, есть ваши какие-то планы по финансам, есть, может быть, еще и внешние какие-то причины. У кого-то, может быть, и кредиты, к примеру, да, потому что обязательные какие-то платежи. Нам карта говорит, что да, твой лабиринт, он шаг за шагом заканчивается, Овен. И это было по финансам. Но, скорее всего, по финансам я точно так же допускаю, что вот прямо сейчас, да, и мы говорим январь, вы получите какую-то неожиданную новость. Или это будет новость, или ваше окончательное решение. Может быть, вот эта новость, она где-то у кого-то из вас, да, когда и личная жизнь перемежается вместе с финансовой историей. И новость сама по себе вас заставляет пересмотреть ваш бюджет или ваши доходы и расходы, да, как-то по-другому держать баланс. Может быть, именно финансовое становище, да, хочется сказать, ну, положение. И оно требует того, чтобы вы немножко свои планы тоже скорректировали. Я допускаю, что кто-то из вас более таким прижимистым в тратах будет, экономным. И не потому, что даже вот как бы денег мало, хотя я и это тоже предполагаю, мы все разные. Но самое главное, ведь туз мечей– это потому, что мы видим в чем-то целесообразность, раз, и в чем-то точно понимаем, что нет, мне туда не надо. Ладно, а к чему же это все придет? Или что изменится до конца зимы? Точно изменится, да. Вот 2 сферы будут меняться точно, причем со знаком плюс. И приготовьтесь, мои дорогие овны, даже если вам сейчас кажется, ничего не происходит. Устал, устала, какая-то тягомотина, или что-то, ну, все никак не складывается, или я сделал 2 шага, а меня еще дальше от того первоначального места, когда я начал эти шаги предпринимать. Вот такое может быть, да, какой-то откат, какая-то братка. Но, значит, до конца зимы, я вот повторюсь, до вторая половина, может быть, февраля и до конца февраля что-то ускоряется. Многие вопросы как приходят в движение. И вот здесь что-то не проспать. Потому что по этой карте это ведь фортуна, это победа, по сути дела, мы говорим, да? Но нам нельзя упустить важный момент. И, может быть, какие-то возможности, вот они-то к вам и приходят альтернативным путем. Поэтому, если мы о скорости говорим, то тут явно будет что-то меняться. И это старший аркан. У кого-то будет, ну, как взаимодействие. И финансовая тема, и личная тема. И одно будет проясняться, и второе. Или, может быть, что-то из этих двух сфер выйдет на первый план, но это такой своеобразный, хороший триггер, который вас заставляет вот что-то решить. И одновременно на это решиться, чтобы не было вот этой потери времени. Ладно, ну а как это продолжается, по крайней мере, как это развивается? Да хорошо все у вас развивается, мои дорогие. Какие-то правильные решения вы делаете. И итоги, кстати, по части финансов тоже. Я, кстати, не исключаю с учетом триплета на финансы. Кто-то получит деньги буквально, но если не в январе, то тем не менее на какой-то баланс вы выйдете первая половина февраля, потому что итоговая карта МИР как раз говорит о том, что ты получаешь, например, если деньги загуляли, здесь могут они к вам прийти, да, но, может быть, по разным причинам, платежи не приходили или еще там какие-то были неурядицы. Может быть, это, знаете, как было непонятно сама по себе концепция взаиморасчетов. Кто-то может пытаться, да, вот именно по части взаиморасчетов, ну, у кого, к примеру, бизнес. Здесь все сложнее может быть. И вы, может быть, и ищете вот эти ходы. Одно попробовал, второе, третье. Ничего не работает, вообще ничего не понятно. И наперед как бы тут загадать, ну, вообще невозможно, да. Доверять кому, опять же, тоже невозможно. Тут может быть какой-то Гордиев узел, но, мои дорогие овны, я могу утверждать, что где-то в апреле вы будете знать, как вам этот узел развязать. Вы все-таки получаете то, что вы заслужили, да, вот именно финансовую сферу. Может быть, кто-то из вас, у кого именно личное дело, может быть, творчество, личный бизнес, вы можете стать популярными вот по этой карте. Нам ведь всегда говорит, нет ничего невозможного, недаром у нас здесь еще и лавровый венок. Как будто овны, хотите славы, пожалуйста. Хотите власти, пожалуйста. Хотите денег, золотой телец тоже, да, и любовь, и правильная работа с информацией. Вот вам нужно что-то соединить в красивый узор, все сферы жизни. Два старших аркана, но тут вам как высшие силы помогают.
Ладно, ваши достижения, у кого-то работа, у кого-то учеба, что прямо сейчас. А вот правда, здесь какая-то новость неожиданная. Всегда по рыцарю жезлов. Будь готов к неожиданностям. Поэтому будь как минимум готов, Овен, корректировать мелкие планы. Может быть, вы поставили перед собой цель, и вот этот план уже составлен. Тогда будьте готовы к тому, что вам придется что-то корректировать. Может быть, изучать то, что вы прежде не собирались. Для кого-то буквально, вот как прямо сейчас, вот где-то в январе. Вы слышите новости, нужно куда-то поехать. И мы опять же не можем терять времени даром. И, видимо, вот все, я вот смотрю, все карты, которые вам выпали, где-то по пасьянсу это тоже говорила. Мы сами, знаете, мы резко как от чего-то не отказываемся. Мы, ну, где-то наблюдаем и анализируем. Если, ну, как бы ВОЗ и ныне там, и если есть какая-то тема, где вы принимали долгое время участие, но оно не идет, или вас водят за нос, то это конкретная предпосылка что-то зафиналить, будем говорить, да, подвести к какому-то логическому концу. Я не могу сказать, что в этот период мы, знаете, как какой-то прежний вопрос именно сами говорим: "Дай-ка я сейчас заново что-то там хорошо знакомое, что не получилось, начну именно заново, как с чистого листа". Нет, мои дорогие, тут нужно продолжать то, что само идет вам в руки, или, как мы говорим, на ваш порог, или это приходит с людьми, с ситуацией, обстоятельствами, потому что тут именно неожиданности, которые с какими-то внешними событиями или с другими персонами. Так что по части вообще ваших задумок, планов достижения до конца зимы? А что-то вы тут и явно сделаете, совершите, и будете какой-то себе план уже новый рассматривать, это точно. Причем придется за этим планом ухаживать. Кстати, по части достижений уже в январе. У кого-то может быть... О, смотрите как, вы разграничиваете, да, между прошлым и будущим. Это достижение, работа, учеба. Может быть, это как изучение новых каких-то навыков или как, ну, пусть это не наука, а новая профессия. Вот вы правда подводите итоги. 13-й аркан, надеюсь, все правильно понимают. Это вот как демаркационная линия. Вот было прошлое, а вот есть будущее. Что вы из прошлого завершаете, в чем ставите точку. И здесь могут быть неожиданные события, новости, обстоятельства, люди. Будьте к этому готовы. Даже это сфера ваших достижений, пусть документы, учеба, но так или иначе взаимодействие с людьми и какими-то внешними событиями, оно неизбежно. Но тогда все то, что происходит, вас и подводит к какому-то итогу, следом за которым вы будете новые планы уже строить. И вы, скорее всего, может быть, это та траектория, которая начнется где-то, хоть мы и смотрим до конца зимы, но я допускаю, конечно, у кого-то это может быть буквально с марта, а у кого-то это может быть и в мае. Такое тоже могу допустить. Вообще, конфигурация планет, это я вам на всякий случай так скажу, потому что иногда семерка пентаклей может говорить о более длительной дистанции. Причем это на документы мы говорим, да, например, или на какие-то дела. Может быть, некоторые темы, если они очень сложные, требуют больших важных согласований, соответственно, ожиданий. Ну, к примеру, отправили куда-то запрос, вот сидим, ждем месяца, то и два. Бывает такое, увы. Вот у кого-то из вас может быть. Так вот, если это ожидание, когда, знаете, какая-то многоходовочка и много каких-то запросов, теоретически или планетарно, я могу допустить, что может продлиться и до конца июля. Но не будем забегать вперед. Вот таким был наш расклад, мои дорогие, цыганский старинный пасьянс до конца зимы. Что случится или что произойдет. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы читаете мои публикации. Оставайтесь со мной. Переходите в описании под видео, там есть разные ссылки. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.